Доброе утро, друзья, и привет всем хорошим людям. Погода ужаснейшая. Сегодняшняя наша серия. Я не знаю, май. Уже конец мая. Сегодня у нас 27-е, наверное. Но погода по-прежнему зимняя. Я продал Т-16, и сегодня его забирают. Приехал эвакуатор. Так что потихоньку мы движемся дальше. Он нам уже не нужен, поскольку, вы знаете, у нас готов полностью погрузчик. Поэтому отдаем в хорошие люди нашим зрителям. Им он поможет построить очередной дом. Я думаю, эта техника уже очень много кому помогла. И в очередной раз будет помогать кому-то еще. Грузим. Юрий, что ты говоришь? Самое ответственное время у нас Дождь. Вот так обычно бывает. Но загрузили Копатыча. Отправляется в Минский район. Сейчас парни завезут. Молодцы, это конкуренты наши. Многие из вас спросят, почему сам не повез. Потому что, к сожалению, не хватает времени. И тем более, что мы еще с Юрисом уезжаем на Van Life. Также приедет Вадим из Пскова. И, к сожалению, не можем. А парням срочно нужна техника. Поэтому конкуренты работают. Ну, я шучу. Конкуренты — это здоровые, отличные отношения. А вы лайк поставили? Конечно, у нас самые лучшие подписчики. Они сразу лайк поставили. Копатыч наш уехал. И сейчас следующее, что у нас уезжает, это мотор от нашего Зила 10х10. Сейчас приедут тоже чуваки. И нам нужно будет нашим погрузчикам та-дам! Загрузить наш мотор. Первая работа, по сути, для нашего погрузчика. Так, посмотрим, как он запустится. Маленькие нюансики есть по нему. Еще мелочевка. Например, вы все просили покрасить глушитель. Немножко вот как бы уходит у него топливо. Непонятно, в общем. Ну, посмотрим. Пусть работает. Сейчас прогреется. И поедем на ту сторону. И будем грузить мотор. Так что такие новости. Своеобразное сегодня видео. Но, я думаю, интересное. На улице, как я уже говорил, вот буквально 3 минуты назад была такая холодина. Я не знаю, наверное, градусов 5 холода, блин. Просто ужасное начало лета. Не знаю, что дальше будет. Ну, посмотрим. Так, все, сейчас переезжаем на ту сторону. Юрис у нас в гостях. Помогает нам он. Сейчас загрузим мотор людям и будем дальше заниматься. Что у нас здесь, как нам правильно его заехать, забрать? Ну, сейчас посмотрим, как нам правильно достать наш мотор. Немножко здесь траву скосили, но очень сильно заросло все. Сейчас будем обкашивать, наводить красоту. Много кто пишет про наш МАЗ. Ну, вы видите, какая погода на улице. Про ЗИЛ тоже пишете. Ну, невозможно, лето очень холодное, ночью 5 градусов. Просто трындец. Что происходит? Эх, красавец, погрузчик. Ну, а вот наш зверь, которого нам нужно сейчас отдать. Это двигатель Зила 10х10. Ураловский мотор. Моща.
Я помню, как мы загрузили наш Т-74, взяла, и он просто пер, не чувствуя под собой ничего. Так что сейчас загрузим, и пусть мотор радует людей, продолжает радовать. Музло наваливает. В общем, друзья, не забрали мотор, к сожалению, потому что, как выяснилось, на этом моторе заклеен блок. Немножко подставил людей, им пришлось ехать, но что поделаешь, я этого не видел, к сожалению, но такие ситуации бывают. Сам в шоке, в общем. Хотели испытать зелотах, но, друзья, поплыло масло откуда-то из-под коллектора. Хотел поджать коллектор, обломал шпильку. В общем, мой непрофессионализм и спешка привели к плачевным обстоятельствам. Сейчас будем смотреть, откуда плывет масло. Мы так и не нашли причину. Маслица плывет, падает на коллектор и коптит успешно. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, Дима? Угу. Откуда стекает? Непонятно. Да, оно явно желтое. Надо, короче, сейчас брать дрель. Примерно вот так вот нужно дрель туда наставить, высверлить и все. Это будет легко, мне кажется, правда? Сейчас будет понятно, нам вынимать мотор придется или нет. Надо коллектор снимать. Не забьешь? У нас проблема. Мы просверлили отверстие, друзья, но коллектор мешает, блин, нам туда забить что-то. Это плохо. Надо на станке обточить шестигранник. Придется нам, друзья, изготовить приспособление специальное для выбивания. Обточим шестигранник на нашем супер токарном станке. Если, конечно, это получится. Китайский резец против китайского шестигранника. Пока что резец побеждает. Звездочка не шестигранник. Звездочка на конце, а мы сейчас боремся с шестигранником. Понял? Многие из вас наверняка напишут, что существуют специальные экстракторы, но из нашего опыта вот лучше этой штуки пока ничего нету. Если серьезная проблема, то вот это прям оптимальная вещь. Теперь будем пробовать. Дима, Давай. пожелай нам удачи. Пока что нифига. Пошел. Не пошел. Может попробовать его макитой? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Или шуруповертом на третьей, на пятой позиции. Жопа, наверное, да? Да, жопа. Мы совершенствуем инструмент. Сейчас вот попробуем поглубже забиться туда. Еще знаешь, Дим, какая у меня мысль? Может быть, просверлиться глубже? Прямо в головку. Что-то идет. Непонятно что. Дима, что там идет? Куда идет? Что-то все, да? Что-то обрезало.
Уже шестигранник. Ну, эти ж грани на звездочке обрезались. Срезает куски металла там, понял? Со шпильки. Ну. Но шестигранник целый, видишь, ничего не слезало. То есть, когда я его поджимал, я его зажал очень сильно. Либо еще вторая ошибка, погреть надо было его горелкой. Будем пробовать высверливать, друзья, шпильку. Именно уже высверливать. Выточили направляющую втулку, она там стоит, Дима вам покажет ее. И с ее помощью будем сейчас, вот она будет служить как направляющая. И с ее помощью будем высверливать равномерно в головке нашу шпильку. Таким инструментом я еще ни разу не работал. Метчик, вот крутим метчик. Вы поняли? Это трындец. Но фрезой удалось как бы поймать плоскость ровную, потому что все сверло у нас ушло вверх. И сейчас вот пытаемся. Не знаю, что с этого будет. Саня, есть шансы? Что вы соберете сценника этого сегодня, уберете с принтера этого? Не, бесполезно. Ну, там же резьбали. Хорошая шутка. Поэтому мы и обломали, когда зажимали, да? Вот, думать лишь надо. Пробовать. Что вы говорите? Вариантов нету, бля, ну как ее, варить что ли их все в кучу? Смейтесь, смейтесь, скоро будет результат. Наверное. У нас осталось только метчик обломать. Мы уже все сделали неправильно. Да. Не говори подметчик. Ладно, сейчас потихоньку, если что, там дальше рассверлимся. Нам спешить некуда. Солнце еще высоко. Что не то? Не то, вот троху вкручивается и все. Понимаешь? Все. Ну это уже все. Это немецкий метчик. Ну я не знаю. Ну теперь я уже не знаю, что делать. Осталось, говорит, метчик только там обломать. Говори, что произошло? Что будем делать? Произошло то, о чем ты накаркал, Дима. Я вот виноват? Произошло, да. Обломался там метчик внутри, и теперь нам снимать нужно коллектор. И не факт, что это поможет. Но есть мысль, мы возьмем гайку, наварим и выкрутим метчик. Хотя бы какой-то вариант есть. Пока что еще есть вариант. Вот так вот. Ладно, как есть уже, что. Уже как есть. Скажи про съем коллектора. А что сказать про съем коллектора, Дима? То, что мы просто хотели поджать один болтик. Да, хотели... Подожди, я вообще больше не хочу ничего говорить, потому что, может быть, нам еще придется мотор снимать. А чтобы мотор здесь снять, здесь нужно снимать кабину. Если мы кабину снимем, мотор снимать надо будет хороший доступ. Так что просто кабину.
Ага. Просто кабину снять, да? Но лучше не будем говорить. Тут же специалист собирал кабину эту всю. Машину. Да. Мотор снимать, кабину не надо снимать. Убирай эту фигню. У нас как Range Rover. Для любых работ надо снимать кузов. Подклинило кого-то. Лёш, что ты говорил? Лёш, что ты говорил? Что? 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 Вот это мы прикурили. Сейчас мы открутим. Вот у нас ключ на 16. На 16 чего? Принято решение наварить гульку, а потом к гульке приварить гайку. Надеемся, прокатит. Пожелайте нам удачи. Прямо сейчас остановите видео и пожелайте удачи в комментариях. Не уверен, что это поможет, но надо надеяться на лучшее. Что-то крутится. Вертится? Что-то похрустывает. Вот это мне тоже не нравится, похрустывание. Сварка обломалась. Ладно, пробуем еще раз наварить. Бандиты, мне нужен воздух. Вроде же вот ходит, да? Ну, пробуй расшатывать. Ладно, пусть остынет. Ждем тогда. Пусть остынет, мы ВДС пришли туда и будет все хорошо. Еще когда в 500 проехал и начал на маленький. Все, Дима, кобзда. Отламывается. Пока не крутишь, он плохо едет. Начинаешь крутить. Продолжение истории с Зилотахом, но что хочу сказать, удалось мне. Удалось высверлиться. Ой, давайте покажу вам сразу. Пришлось 2 дня, друзья, 2 дня с подходами, но все хорошо. Сейчас буду уже вкручивать шпильку. Ну, я ее вкручивал, все хорошо. В принципе, с плоскостью тут все нормально. Я что переживал, что у нас проблема, но все хорошо. Вот так она вкручивается. Чуть-чуть она буквально, ну, может на полмиллиметра выше. Но там зазор в коллекторе есть, зазор в коллекторе хороший, то есть все будет четко. Но все-таки решил не болт вставлять, уже шпильку. Эти моторы немного страдают такими проблемами. Отламываются у них эти болты, и опытные таховоды, они переделывают эти машины на уже шпильки, чтобы надежно. Шпилька это всегда надежней, однозначно. Почему? Потому что вы когда вкручиваете, вы резьбу вытягиваете. А когда вы вкрутили шпильку, зажали и накручиваете гайку, то вы не тянете так резьбу, как тянет резьбу вкручиваемый болт. Поэтому шпильки всегда держат лучше. Не знаю, почему производители Таха сделали болты, но такое решение не совсем, наверное, правильное. Так что Зилотах скоро будет на мази. Единственное, нам нужно сейчас это дождаться прокладку. Нужна прокладка, потому что наша прокладка не очень хорошая. В рамках нашей серии, вот этой балбеснической и такой серии подтягивающей концы, я хотел поменять вот здесь стеклышко у нас. Очень некрасивое оно было, а именно разбитое. Вот, оно здесь пластиковое. И, как выяснилось, есть 2 типа, точнее 3 типа. Пластиковый фонарик, вот как в случае с АТСом. Второй тип это стекло, вот такой фонарик. Но
это меньшим размером, вот это большим размером. Вот кажется, что оно такое же, но оно, друзья, не такое. Я не знаю, от чего оно. Вот, если мы просунем стекло и попытаемся его прикрутить, то поймем, что оно большего размера, блин. И оно вообще не становится сюда. Вот. И болты закрутить сюда невозможно. Точно так же, как и невозможно сюда, вот на этот тип фонариков, установить вот такой хромированный ободок. Непонятно, откуда это большего диаметра, но факт остается фактом. И у меня, друзья, к вам большая просьба. Если вдруг у кого-то есть такие фонарики, СССРовские старого образца, третьего типа, можно вот этого первого типа пластиковые, но можно вообще оптимально третьего типа, это вот такие фонарики, вот, как на БРДМе. Вот у них расстояние оптимальное, нужное для нас. Это расстояние, которое подходит нам на Зилотаха, нам нужны 2 фонарика, и 2 фонарика нам нужны на АТС. Вот если у кого-то есть вот такие фонарики, стекло и именно с рамкой. Вот стеклышки у меня пару штук где-то валяется. Я одно на Зилотаха поставил и поставлю на АТС. Но у меня нету вот этих ободков корпусов. То есть, если у кого-то есть, я готов приобрести. Буду очень признателен. Нужны. И стеклышки нужны периодически, где-то что-то разбивается. И именно важно вот эта вот металлическая окантовка под эти стеклышки. Вот, может быть, где-то у кого-то есть там ссылка на Озоне, можно заказать. Обязательно поделитесь, друзья, буду признателен. Ну, а сейчас вот, к сожалению, не могу собрать АТС. Думал, что у меня подойдет вот эта вот конструкция, но она оказывается больше. И я ее поставить, к сожалению, не могу. Вот так. Так что идем сейчас поищем стеклышки вот такого образца. Под маленькую, как только что я вам показывал. И просто прикрутим на шайбочки. Ну, временно хотя бы. Вот, потому что ни таких стеклышков у меня нету, и также нету окантовки для стеклянного стекла. Это пластиковое стеклышко. Ну, как пластиковое. Пластиковое стеклышко, наверное, не бывает. Ну, я не знаю, надеюсь, что вы меня поняли. Вот, что я хотел сказать. Ну, такая вот обстановка. Что разница есть, и разница, блин, которой у меня, к сожалению, нету. Кстати, вот на Кразе один из этих типов, то есть пластиковое стеклышко, но вот эта рамка, смотрите, она насколько отличается, видите, где-то на миллиметров 5 в сторону уходит, даже чуть больше. Вот, хотя кажется, что вот вроде бы она такая, но нифига, точно так же, как и это стекло, оно шире. Вот так. А что там вообще по уровню? Ниже шва. Ниже шва? Да. Ну, так нормально, ничего страшного. Ну, типа соты закрытые. Все отлично. Решили мы оживить еще шишигу. Хотим убрать шишигу, мазокран, АТС БРДМ, потому что привезли крошки, выписали. Вот там лежит. И хотим немножко еще тоже подсыпать здесь, поаккуратнее сделать наш двор. Скосить траву. В общем, хозяйственные работы. Ну давай, Леш, заводи. Открываем. А ты бензин смотрел? С какой стороны там? Вот здесь. Ну на дне что-то есть. Надо плюхнуть. Надо плюхнуть ему. О, так он качает. Даже давление есть, да? Ну вот он все накачал. Так, Что-то, блин, что там? насчет воздуха здесь шланг этот. Менять надо, походу. Кажется? Не, я прям слышу, как он... Минус 30. А, даже вижу. Уже не слышу, а вижу. Это мы сейчас сделаем. Тут по-любому в нашей реанимации из этого никак. Сейчас заведем, а потом он наверняка Где заглох. плюс-минус? У тебя плюс. Да.
Опа. Ну заводи. Одел? Накинь этот ящик. И масло нужно глянуть. Но наша шига обслужена, маслица у нас свеженькая. Ну что-то его чуть больше уровня. Тоже вот, ну меняешь все патрубки, блин, один хрен, они вон попопрели уже все, ну ё-моё. Ну это мы же с тобой меняли, Да, трубку недавно. варили. Я в Осенью, шоке. наверное, да? Я вообще никогда советские патрубки менять не буду, вообще никогда. Ужас просто. Давай, заводи. Ее можно отсюда как-то я заводил. Нейтралка. включил? Да. О, бля, ключа надо идти брать. А где ключ? Нету. Блин. Я обычно оставляю, вдруг кто из подписчиков придет, завел, поехал. А тут, блин, забыл. Последний раз на шишиги мы ездили, когда поставили БРДМовскую резину. Да, вот это тогда было мы с тобой 4 года. ездили. Ты еще учился тогда? Да. Сцепление выжил? Заводи. Не, ну эта техника, я не знаю. Ну, наверное, и 40 лет простоит. Так, меняем шланг. Интересно, насколько этого шланга хватит? На пару недель. Не знаю, блин. 8, да? Ага. Отлично. Все. Ну и льнем 10 бензина. Слили с Зелотаха. У нас так всегда. Одна машина спонсор бензина и аккумуляторов для других. Вот, так что, у кого есть желание поддержать нас, друзья, обязательно подписывайтесь на Boosty. Таким способом вы нас поддерживаете на топливо, на аккумуляторы и на разные вещи, которые постоянно необходимы нам в гараже. Ой, что-то ты разливаешь, наверное. Не-не-не-не-не. Я последний раз поехал, когда заправляли Зелотаха. Мы сразу купили 80 литров. Ну, что ты делаешь? Так а как мне залить? Что ты ерундой занимаешься? Так вот мы как купили 90 литров. Я чуть не офигел, блин. Как это стоит? Пошли за лейкой. Я вспоминаю эти эмоции. Шишига, конечно, свой кайф. Сколько мы на ней откатали. А последний раз мы на ней сидели вон там, ты забыл. Помнишь? Да. В луже. Ну это так, чисто мы выехали, даже не по катушке нифига были. Ну да. Ну, в общем, тачка вообще класс, но нужно ее все, Леша, помыть. Внутри тут все страшное, в пыли, в грязи. Обязательно нужно это сделать. Она у нас в очень хорошем состоянии. И надо за ней следить. И вообще, хотелось бы для нее купить кунг, ну, нормальный, не гнилой. И сделать ее опять, как бы, ну, возбудить. Вернуть к жизни и гонять на ней. Ну, тормоза тоже плохие, блин.
но только со второго качка тормоза. Ну как заводится, смотри. Так себе. Аккумулятор слабенький. Да. Не подсказывай. Пошли мазокран заводить. Давай, Леша. Эта тачка огонь. Так, сейчас складываем маза и его тоже выгоняем. О! Давай рулевое посмотри. Воздух шипит. Нету, наверное. Смотри, выжимается. Наверное, не до конца. Не выжимается, наверное. Ну, да. Да. Давай попробуем. 10 передач, не помнишь? Не, я не помню. Подожди, чтоб ты в кразу не влупил. Ручник, ручник. Здесь кулиса сделана, она вообще четко включается. Страшно. Лапу не сложили. Да. Ну мы же заливали. Глуши, жопа, глуши. Что, воздух сосет? Да, вот через грушу, видишь? Внизу. Ты уверен? Да, я же нажимал, вон блок весь мокрый, смотри. Слева. Что туда ссало? Сикало? Ну. Ну, пошли поменяем грушу. Наверное, воздух туда подсасывало. Возможно. Вот, видишь? Вот так вот. Но гидрач рабочий, да? Ну, смотря сколько ты качал до этого. Гидрач работает обалденно. Вопросов нет. Подписчики часто приезжают. Дай прокатиться на кразе. Вон на чем нужно давать кататься им. На кразе что там одним пальчиком. Пришлось вместо помпочки вставить обычный кусок трубки. И будем надеяться, что будет все хорошо. Ну а здесь по сцеплению тоже нюансик. Вот такой. Кто-то прогрыз. Но здесь шланги разборные. И мы сейчас попробуем. Видите, можно выкрутить, отрезать, перепаковать. То есть советская техника, да, она ломается. Это факт. Без вопросов. Но это техника, которую можно ремонтировать
Прям на коленке. Ты забыл, что это советская тачка апокалипсиса. Здесь можно ее Крутить. перепаковать. И это все будет работать не хуже нового шланга. Да. Ай, красота. Все лючки на месте. Все сухенько снизу маза, а? Это ж песня. Значит, нам надо вот так. И левая резьба, да? Левый накрути. Все. Что, закрутил уже? Да? А, видишь, вот здесь косяк. Надо выкручивать все-таки шланг. Не накручу я его. Нормально тема. Взорвался. Слушай, заскочил, он тогда не знаю. Не, сами. Ну, налить там? Есть. Ну, вот так это и происходит, друзья. Ну, советские инженеры, блин, ну, красавцы, а. Лёш, ну скажи. Ну, Сделать шланги разборные, блин. Офигеть. это очень круто. Это очень круто. Все, можно ехать дальше, прикинь. Только шланг, конечно, будет тереться, ну ладно. Ну, он так и был. Его просто нужно вот здесь закрепить. Что страшно, это лирика. Сначала надо запуститься, а потом проверить сцепление. Сейчас прокачается. Утро советского водителя. И передачки включаются хорошо. Вообще без проблем. Даже тормоза работают. Что глуши? Говорю, мазурик шепчет. Да, вопросов нет, блин. Даже тормоза, все работает. Пс, пс, пс. Так, кто у нас там следующий? Сколько места? Да. Ну что, кого? Дардема? Но у нас с Максом проблемы будут. Макс уже тут стоит. Но Кразевича выгонять, да.
просто земля вокруг вся. Пусть поработает. Аккумуляторы слабые уже много лет. Подкачаем бенза БРДМу, потому что он тоже стоит здесь с зимы, блин. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. База огонь. Сейчас загоним все наши тачечки, поставим, и все будет четко. А еще хорошо, что все машины на ходу и ничего не сломалось, кроме мазокрана. Но это мелочь. Все. Дальше мы продолжим, уберем вот эти две колесницы. И на той стороне тоже наведем порядочек, пройдемся тоже свежей крошкой. Но это уже завтра. Блин, 30, видимо, все-таки. Друзья, мы решили поменять масло в двигателе БРДМ. Я чуть нашел, как его слить. Я думал, это пробки, знаете, на то, чтобы воду сливать. Оказывается, некоторые из них еще и технологические пробки. Так что сейчас сливаем масло. Не надо напрягаться, все будет хорошо. Хотя выглядит... Что там резьбы мало. Хотя выглядит все точно так же, как на базе, да? Зелененькая эта штука. Днище, да? Днище. Совсем не крутится. Айка забилась там. Это катастрофа была, парни. А есть тут медная пробка? Что-то нету. Ой, шайба. Нету. Видишь, какое масло, блин? Вода. Ну, не вода, а такое. Как бы, ну не страшно, не черное. Чекать надо. Все? Что так мало его? Ну, там 10 литров должно быть.
Нету 10 литров даже. Ничего, есть. Там по счету полно было, Да правда? оно просто быстро слилось, потому что достаточно жидкое. Видишь, масло. Хорошо, что мы залезли сюда. Ну, какое оно хорошее. Это хорошее масло, не спеши. Не. Перчатки вытришь, будешь пользоваться дальше. Конечно. А что, не выброшу. Масло слилось с БРДМа, и сейчас вот разобрал я центрифугу. Очень все качественное, то есть чувствуется, что техника все-таки военная. И смотрите, налет есть, причем такой не маленький. Не знаю, как вам показать. Ну, примерно около 5 миллиметров. Вот такая вот чача. Так что хорошо, что я разобрал. Сейчас мы это все отмоем, естественно, вычистим, и будет красота. Иди смотри, Леш. Вот, видишь? Угу. Бачишь? Нормальный такой. Ну, Давно сюда никто не лазил, значит. да. Наверное, Хорошо, это что первый. мы залезли. Смотришь вот на это, друзья, и удивляешься качеству. Качеству подгона, качеству материалов. Просто безумие, блин. Очень качественное все. Скручиваем обратно, устанавливаем и заливаем свежее масло. Пришла прокладка, друзья, Ирлинг. И мы сейчас с удовольствием закинем коллектор наконец-то на Зилотахан наш. Ждали ее, блин, неделю целую. Вот, так что болтики готовы, шпилечка готова. И сейчас будем пробовать закидывать красоту нашу вот туда. Опа. Так, ну будем пробовать. Мы все собрали с Лешей, вымучились немножко, но не страшно. Не страшно, не катастрофично. Вот эта шпилька тоже стала, все по красоте. В головке ее зафиксировал на фиксатор резьбы, но найдена утечка масла все равно вверху, то ли с клапанной крышки плывет. Сейчас я поджал клапанную крышку, и вроде как, может быть, это поможет. Но было масло, в общем. Сейчас попробуем, запустим мотор. Пусть прогревается, и после этого... А, бля, насвечники не одеты все. Как он на 4 цилиндрах работает вообще? Ты же сказал, что ты все сделал. Даже не троит. Ужас. Забыли одеть все свечи, он завелся и работает. Жуть какая-то, блин. Леша. И я тоже хожу. Лопух. Профессор Лопух. Сейчас. А сюда? Да, идем. Ну, Давай. что-то, говорит, сечет. О! Подключились цилиндры быстро. Да, нормально. Не сечет? Ну все. Осталось дождаться утечки масла. Если она есть. А может быть, уже и нету. Ну вот, друзья, переоделись, помылись и, в принципе, отправляемся домой. БРДМчик готов. Еще одну вещь нам нужно сделать, я совсем забыл. Это фиксатор крышки нашей. Жесткий фиксатор крышки, потому что бывает, вот как мы плавали, опасненько, если вдруг она упадет. Так что этим мы займемся уже за кадром, тут сделаем несложно. Вам огромное спасибо, что были с нами в этой серии. Не забывайте поддержать нас, подписаться, поставить лайк. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровья и увидимся в следующих сериях. А, сейчас чихну. Не. Всем пока.